Итак, всем привет! Мы переночевали в городе Очимчира и в данный момент выдвигаемся в сторону заброшенных городов. Так называемых заброшенных городов, потому что на самом деле они совсем не заброшены. Там достаточно много живет местных жителей. Как сказали нам хозяева этого отеля, где мы сегодня жили, и эти люди очень сильно не любят, когда их город называют заброшенным городом-призраком, я не знаю, умершим городом, потому что жизнь там на самом деле до сих пор существует. В любом случае, сегодня я очень надеюсь, что мы лично на все это посмотрим. Нас на самом деле достаточно сильно пугали раздолбанной дорогой. Говорили: вы что, туда собираетесь ехать на своем мотоцикле? Ребята, не надо! Это слишком опасно. Но в любом случае мы туда едем. И я очень надеюсь, что у нас все получится, что дорога не до такой степени раздолбана. А пока что преодолеваем 30 километров до этого места. Я надеюсь, это будет интересно. Посмотрим, что же это за разрекламированные такие места, ради которых люди стекаются сюда со всей планеты, чтобы увидеть все это лично своими глазами. Вот такая вот дорога ведет в первый город на нашем пути. Называется он Ткуарчал. Пока что качество дороги довольно-таки хорошее, но дальше нам сказали, будет намного хуже. Этот город обитаем, хоть он и тоже очень сильно пострадал во время войны. Там находится заброшенная огромная электростанция. Я не знаю, будет ли у нас время посетить ее, но если мы найдем время, то мы обязательно также ее и снимем. Но пока что первостепенная наша цель — это Акармара, а дальше уже видно будет. Все ближе и ближе становятся горы, места, как вы видите, чрезвычайно безлюдные. Только лишь редкие машины проезжают нам навстречу. Наверное, люди едут на работу. Вот мы и приехали в город, пока что никто не едет. Давайте сниму табличку. Ткуарчал. Первый город, через который мы проедем. Видны дырки от пуль. Ничего себе. Разрушенный корпус. Вообще какие-то эпичные, просто взорванные цеха. Жесть. Столько, конечно, сил нужно было, чтобы все это построить. Даже разрушенным это все выглядит очень эпично. Итак, показываю все более подробно, если вы когда-нибудь сюда поедете, чтобы вы, по крайней мере, представляли, что здесь за дорога. Вот так вот она выглядит, и мы сейчас находимся прямо напротив мостов. Вот смотрите, тут несколько мостов, бывший железнодорожный мост, горная река, мост уже весь зарос травой, мхом. Периодически, я думаю, по нему гуляют коровы. Выглядит достаточно атмосферно. И я думаю, со времен войны по нему уже не ходили поезда. Дорога эта уходит также в Акармару, уходит куда-то на шахты. Я думаю, если идти по ней, то можно тоже прийти в город, потому что она должна идти параллельно нашей дороге. А пока что мы продолжаем наше спокойное, тихое путешествие в сторону этого города и наслаждаемся вот такими вот великолепными видами. Дорога реально сложна, какие-то огромные, просто бесконечные лужи, ямы. Остается всего лишь 2 километра, мы уже на подходе к Акармаре. Я очень надеюсь, что все это не зря. Реально непросто ехать, очень непросто тут ехать на обычном дорожном мотоцикле. Смотрите. Нифига себе, здесь бурный поток. Мы начинаем въезжать в город. И вот у нас уже первые здания. Видно, что они абсолютно все разрушенные, но, как мне кажется, там лежит новая крыша, как это ни странно. Новая крыша на абсолютно разрушенном здании. Рядом еще один дом. Крыша с перекрытиями, мне кажется, там уже полностью обвалились.
На горе еще один дом. То есть мы находимся уже очень-очень близко. Итак, ребят, только что встретили местных жителей. Не такое уж это и вымершее место. В принципе, как нам и говорили, не стоит этого ожидать. Живут люди, их немного, но они живут. Сказали нам поставить сюда мотоцикл, пусть тут стоит, ничего не бояться, идти везде гулять, все смотреть, что здесь находится. Вот смотрите, дорожная техника бывшая, индюшки гуляют, волжаночка стоит. О, целое хозяйство. Смешные такие. Сюда? Начесали, начесали. Я вот сколько собак держу, ни один не держал, чтобы человека кусал. Я не люблю такой... Сегодня не укусит, завтра тебя укусит. Правда, другого? Ну, правильно. Собака, который человек кусает, нельзя держать. Я раз опускаю вас в водопад. Вы слезете с люльки. Ну, как люлька называется, это где стоишь. Ага. И слез, уже вода идет тебе на ногах. Я так сделаю ровно. И идешь к водопаду, хоть купайся, хоть лицо мой к водопаду я опускаю тебе. Раз, и все. Потом ты побыл там, скажем, ага, давай пойдем, там замерзнешь, долго не можешь. Потом раз я поднял, она раз уровень поднял. И ты слез наверху уже. Здесь я так сделаю. Сделаю, чтобы человек пришел, цены не буду там, это цена делать. Да не надо цену такие цены делать, да. Ребенок есть, дай бог здоровья, ребенок, что брат с ребенка, правда? Конечно. Да, я так, это молодой парень, например, я тоже пойду в Россию, где-то вот так увижу, то мне 100 рублей, 200 рублей не жалко, правда? Это да. И кофе будет в холодном месте, там выпрямлю сюда. Кофе это просто нужно, кофе нужно будет обязательно. Там, и девчонка будет работать, сиденье будет сухие, тепленькие. Да. Сел, поговорил, Всё. все, куда спешат. То есть в каком году он у вас тут? 75-го года. А сломался в каком? После войны еще лет 2000 года, до 2000 года имел почти. Ну, то есть ближайшие лет 20 здесь пока находится. Да. Все понятно. Да, 17-18 лет здесь считай. В неведомстве. В неведомстве? Это кто тут, начальники как жили? армия. Не, как армейский военно-спасательный отряд. Не работаешь, могли выгнать. А в вашем доме как, просто рабочие жили? Это рабочий шахтерский. Перилы вот эти хотели снимать, приходили, я никому ничего не разрешил. Вот. Я не давал, слушай, я не давал, а то здесь и кирпич не остался. А это белый кирпич, а то давно разобрали. Белый кирпич никому не нужно. А? Какой разница, белый, красный, да лишь бы дом был хороший, защекотал, правда? Вот это я асфальт выкопал. Один ряд пустил, второй ряд пустил, выкопал, землю сыпал и орехи посадил. Мои дети здесь выросли 48 лет, он в Москве. То есть это что за здание? А русские были здесь, это, говорю, не сирена, она название мне сказала. Ну, Другой у нас название. сирень немножечко чуть-чуть по-другому выглядит. Да, она его название тоже знала, она. Посмотри, как Ну, это... похоже на сирень. Да, как пахнет, это прелесть просто. Хотели подняться вот по такой вот заросшей лестнице, посмотреть, куда она ведет. К нам подошли местные мужики и сказали: здоровья вам, всего хорошего, держи пиво просто так. Ты не можешь отказаться, это твое пиво, обязательно его потом выпьешь. И ушли. Итак, ребята, ставили наш мотоцикл в Акармаре, во дворе у этого человека. Вот смотрите, новая крыша в доме, то есть человек живет один в целом доме, то есть там всего одна жилая квартира. Он там занял весь двор, там все его сад, его огород. То есть за счет него там все и держится. А вот это вот бывшая больница. Как нам рассказали, фонтан красивый. Эта больница не была разрушена во время войны, там под какими-то адскими обстрелами, как я думал. Она была в абсолютно целом состоянии, просто сначала в одном месте, потом в другом месте от старости
Нам сказали, проломилась крыша, плюс люди начали разбирать ее на стройматериалы. И в итоге больница сегодня выглядит вот так вот. То есть по большей части все квартиры здесь, с которых съезжали, люди просто-напросто разбирали на какие-то стройматериалы, на дрова, какую-то хорошую мебель себе забирали оттуда. Город не такой уж и заброшенный, как про него ходят слухи в интернете. Сейчас мы в этом лично убедились. То есть, когда вы читаете в интернете про все это место, вам кажется, что вы приедете в места, покинутые цивилизацией, а здесь живут люди, ездят машины, все проявляют к вам дикий интерес, ко всем приезжим, все хотят с вами поболтать, и поэтому вряд ли вы тут поймаете атмосферу одиночества, как это ни странно, хотя, наверное, за этим все сюда и едут. Вот такое вот место. Конечно, можно вообще без проблем нарезать видео так, что кажется, что вы в заброшенном городе, покинутом цивилизацией, где нет света, и жизнь остановилась в 92-м году. Но по-настоящему все, конечно же, немножечко по-другому. Поэтому те, кто поедет в Акармару, будьте к этому готовы. И мы с вами подходим к бывшей школе, как нам сказали. Сейчас зайдем вовнутрь. Конечно, я уже через окна вижу, что очень мало что осталось от этого места. Но в любом случае заглянуть стоит, чтобы вы тоже смогли понять, что находится внутри этих зданий. Итак, бывший вход. Упавшие перекрытия, то есть смотрите, прям до крыши нет перекрытий. Полнейшая пустота. Все разрушено то ли от времени, то ли, я не знаю, от выстрелов. Сложно понять. Видимо, какое-то бывшее помещение кухни лежит, кухонный шкаф. Видео из этого города можно вообще нарезать, как вы хотите. То есть можно сделать такое видео, что здесь просто полнейший, я не знаю, полнейший заброшенный город, где нет ни одного человека, заросшие лестницы, пустые окна. Ну, а мы просто-напросто не будем ничего приукрашивать, мы покажем все как есть. Как выглядит этот город. Расскажем вам, что тут живут люди, что находится внутри зданий. То есть все как есть, чтобы вы реально понимали, что это за место такое. Потому что очень мало информации в интернете. Хотя на самом деле доехать до сюда не так уж и сложно. Вот так вот у нас выглядит школа. С другой стороны, видно, что внутри вообще абсолютно нечего делать. Вот такие вот тут пустые, но не до конца дома, потому что во многих домах все-таки несколько квартир все еще обитаемые, а те, которые необитаемые, от них уже остались, можно сказать, одни стены и больше ничего. Какие-то дома то ли сами развалились, то ли их разбирают на стройматериалы. Единственное, что можно сказать наверняка, что здесь просто сногсшибательная природа, чистейший воздух, великолепный вид на горы, вот такие вот, я не знаю, деревья растут. И, конечно, все эти разрушенные здания посреди этого пейзажа выглядят очень фантастически. Хозяин нашего отеля сказал, что даже люди из Италии, смотрите, брошенная тачка, люди из Италии приезжали ради Акармары сюда. То есть они целенаправленно поехали в Абхазию и просили его, чтобы он свозил их в Акармару. Просто умоляли его. Они тоже насмотрелись, видимо, начитались в интернете про этот город и хотели увидеть его своими глазами. Машина, конечно,
супер атмосферная. Тут спору нет. И явно она уже давно не на ходу. Я удивлюсь, если она ездит. Хотя со спущенными колесами, я думаю, это маловероятно. Но выглядит чертовски атмосферно на самом деле. Зилу реально досталось. Бедолага, походу, здесь трудился. Я не знаю, на износ каждый свой день. Его просто весь перекорежило. Он то ли откуда-то свалился, то ли во что-то врезался. Тут неровно абсолютно все, что, я не знаю, может быть неровно. Какие-то кривые колеса, сдутые, перекореженная кабина. Бедолага. Мне кажется, он сделал абсолютно все, что мог. И даже больше, чем от него требовалось. Давайте посмотрим, что там внутри этого монстра. Ключи в зажигании, но вряд ли удастся ее оживить. Мне кажется, ее дни окончательно сочтены. Вот так вот тут все в кабине, по-простому и абсолютно безо всяких излишеств. Все, оставляем этот замученный ЗИЛ доживать свои дни. Сейчас пройдем, наверное, вот в глубины этого бывшего двора и будем уже дальше двигаться по этому городу. Один из бывших дворов, который, я думаю, умер уже давно и навсегда. Когда-то наверняка здесь играли дети, стояли лавочки, гуляли люди. А сейчас вот такие вот руины с растениями на балконах, в окнах. Все разваливается, все отваливается. Когда-то тут жили десятки семей шахтеров, а сейчас, конечно же, полнейшая пустота, и внутри абсолютно ничего нет. Мы в поселке Джантуха. Вижу, что там крыша проламывается через окно. Какие-то квартиры заколочены, но при этом в подъезде горит свет. То есть, судя по всему, какие-то квартиры до сих пор жилые. Вот, залазы у нас на первом этаже, как мы видим, абсолютно везде заделаны. Вот так вот выглядит этот поселок. Он находится буквально в полтора километра от Акармары. Дошли пешком. Стоит машина во дворе. То есть о каком-то вымершем городе тоже здесь чрезвычайно сложно говорить. Стоит детская горка, детские качели. Ну, то есть такое место для ребенка. Навес. Не, на самом деле выглядит, конечно, бесспорно это все очень захватывающе, очень эпично. Прямо стоят такие пятиэтажки, какие-то заброшенные магазины. Но нету такого вот полного заброса, чтобы никого не было. Был полный доступ во все здания. Вот этого действительно тут не хватает. Стоит Волга с московскими номерами. То есть, я не знаю, то ли туристы сюда приехали, то ли, может, местные жители. В полностью разрушенных домах, к сожалению, уже вообще абсолютно не на что смотреть. Даже крыши уже в таких домах нету. То есть там растут растения, я не знаю, сломанные перегородки, упавшие стены и абсолютная пустота.
даже лестницы отсутствуют. В подобных домах, может быть, специально ее демонтировали, чтобы люди не лазили. Вон у нас стоят тоже машины, то есть жизнь все-таки здесь есть. Итак, смотрите, тут у нас с горы открывается неплохой видок, можно сказать, на немногочисленные улицы и дома этого поселка, вид на горы. И вот мы подошли к какому-то дому с виду, мне кажется, абсолютно нежилому. Рядом находится еще один, но он уже абсолютно разрушен. Судя по всему, вот в этом доме, мне кажется, еще могли недавно жить, потому что там есть остатки окон, есть какие-то занавески, поэтому есть хоть какие-то шансы, что тут еще могло что-то уцелеть. Заколоченные двери, но кто-то здесь уже, да, вот смотрите, шторки. Кто-то здесь предусмотрительно поставил тумбочку и сделал залаз. Сейчас наконец-то мы попадем хотя бы в одно здание, посмотрим, что они внутри себя представляют, чтобы вы тоже вместе с нами это видели. Итак, ребят, наконец-то мы в одной из квартир, в одном из домов, я бы даже сказал. Надеюсь, по другим квартирам мы тоже пройдемся. Здесь полный разгром, но смотрите, я нашел советскую грамоту. Награждается команда, занявшая первое место в преодолении полосы препятствий. 2 ОКУ. Военной части какой-то. В общем, грамота какой-то команде, выданная в советские времена за преодоление полосы препятствий. У нас тут такая остатки вот такой люстры времен Советского Союза, всяческие журнальчики, и книжечка лежит на грузинском. Может быть, это какая-то бывшая грузинская квартира. Книга 63-го года. Название, конечно же, прочитать я вам не в состоянии, как это называется. Вот такой вот тут кавардак внутри. Сейчас попробуем прогуляться по этому дому. Посмотрим, что у нас там в следующих квартирах находится. Бывшая комната какая-то со стульями. Обои все отвалились. Естественно, за столько лет, я думаю, здесь все самое ценное уже украдено. И вряд ли мы найдем тут что-то грандиозное, какую-то нетронутую квартиру. Нетронутая квартира, если там кто-то жить будет. О, буржуйка стояла. Кухня. Смотрите, вот такие вот стеклянные двери, через которые абсолютно вообще, не знаю, все было видно. Тут, судя по всему, висела какая-то шторка. И вот все, что у нас осталось из мебели в этой комнате. Сундук, какая-то подставка. И лежит тетрадочка, в которой перечислены виды спорта. Рассыпана куча синьки. Не знаю, зачем тут человек выписывал виды спорта, может быть, чтобы у него ребенок отметил, что ему нравится, или что это такое. Напротив каждого вида стоят значки. Прыжки в воду, парусный спорт, или это какие-то медальки, звездочки, я, если честно, даже не понимаю. На одной из квартир когда-то висел огромный замок. Кто-то, видимо, запер ее, но потом кто-то открыл эту конструкцию. И сейчас у нас внутри квартиры полная пустота. Я думаю, большинство квартир тут выглядит именно так.
Лежат носилки. Абсолютно все, я не знаю, сломано или украдено. Вот такие вот тут двери. 3 счетчика висело на 3 квартиры. Только как с них нужно было снимать показания, конечно же, знает только строитель этого дома. Судя по всему, надо было или стремянку приносить, или табуретку. Под самым потолком реально все сделано. Абсолютно неудобно. Еще одна квартира. Тут, по-моему, что-то да осталось. Смотрите, обои. Звонок. Кухня. Там еще тоже есть какие-то тарелки, комод. И вот мы проходим в комнату, в которой еще реально что-то да осталось. Я на самом деле рад. Давайте посмотрим, какого года у нас тут календари. Следующая комната. Осталась тоже кровать, буржуйка. Судя по всему, раньше было отопление, потом его отключили, и люди начали здесь устанавливать буржуйки, которые не сразу покинули свои квартиры. Так, какого года у нас календарь? Я не понимаю. Вот это первого. 2008 год. А на полу у нас лежат старые фотографии. Почему-то никто их не захотел забирать с собой, как это ни странно. Хотя определенно эту квартиру бросали не в спешке, а как мы поняли, еще в 2008 тут кто-то жил. Это он? Кажется, да. В смысле? Он в старости и он в молодости, ты хочешь сказать? Кажется, да. Нет, такой же лопоухий. Похож. Может, это его отец? Ну, блин, фотографии-то. Это фотография. Там не написано, какого она года? Да нет, это не он, 65-й. 65-й? Да. Так а почему не он, если это 90-й? Вот это 90-й. Да? А фотография 65-го. Ну да, это он, Тогда наверное. все похоже. Смотрите. Хозяин этой квартиры в 65-м со своей женой, судя по всему. А вот это он уже в 90-м. Вот так вот он изменился. Может, потом они сюда приехали, он тут умер уже, я не знаю. И все это осталось, никому не нужно. Вернулся сюда после войны. Вот, смотрите, в шахтах, 87-й год. Они работали. Тут буквально вся его жизнь и работа. Он в старости, он в молодости. Какие-то дети, внуки. Вот это что за... Убитый зверек. На память. Вот это, по-моему, что-то странное, действительно. Охотники же фоткают. Рыбаки рыбу фоткают. Заброшки. Каждому свое. Вот он в армии, судя по всему. Стоят танки. Может, это его дети? Это его любовница. Написано на память крестным от крестницы. Итак, ребят, вот такое вот огромное количество фотографий. Кстати, с другой стороны, большая часть из них подписана. Золотая свадьба, 85-й год. 74-й было 14. В общем, жизнь, как вы понимаете, когда-то здесь кипела. Новогодняя елочка, телевизор. А люди ходили в армию, работали на этих шахтах, зарабатывали. Все было чрезвычайно стабильно. Заводили детей. Светлое будущее. Да, шли в светлое будущее коммунизма. А сейчас это всего лишь куча фотографий, лежащих на полу в заброшенной квартире, где никто никогда больше не будет жить.
На память детям, что ли? От племянницы. Или не детям, тетям. Я не понимаю. От племянницы Наташи. Тете. На память тети, племянницы Наташи. 88-й год. Куча книг. Может, этими книгами еще буржуйку когда-то топили? Вот у нас тут стоит советский телевизор. Опять же, кто-то тут разбирал эти микросхемы в поисках драгоценных металлов. И тут еще лежат десятки этих фотографий. Просто я не знаю, у нас времени не хватит все это просмотреть. Свадьба. Эти уже не подписаны. Тут много этих фотографий, тут просто жизнь людей. Конечно, кто-то в день сделает в Инстаграме столько фотографий, но в любом случае их здесь чрезвычайно много. Может, это фотографии уже какой-то другой семьи. Я не знаю. Может быть, той же самой. Фото. 16 июня 1974 года. Семья Суворовых. В 1964 году, я думаю, тут вообще даже никто не подозревал, как закончит свою жизнь этот город. И внизу у нас еще лежит куча книжек. Весь комод забит книжками. Так, вот такие вот дома. По большей части, конечно, ничего интересного тут уже не осталось. Буквально в редких квартирах, которые покидали в последнюю очередь, еще сохранились хоть какие-то вещи. А так в основном пустота и просто полный кавардак. Такое ощущение, что в этой квартире время от времени кто-то живет или недавно жил. Такая тут проволочка. Смотрите, висят ключи. Да, тут слишком много вещей. Да, я засниму. Зубная паста, зубная щетка лежит. Ванна. Вот такое вот странное место. То ли живут тут, то ли не живут. Абсолютно непонятно.